Друзья, всем привет! Совсем недавно я рассказывал вам о том, как мы приобрели вот такую вот 3-мегапиксельную поворотную беспроводную Wi-Fi камеру, которую мы будем вешать у себя, опять же, на дачке. На данный момент у меня там висит камера на 2 мегапикселя, и я хочу дополнить систему видеонаблюдения вот этой камерой. Но мы еще и эту не успели повесить, как уже подошла следующая посылочка с камерой на 5 мегапикселей. И сегодня я хочу рассказать именно про нее. Погнали! Итак, что же мы взяли? Это, можно сказать, такая же беспроводная поворотная камера видеонаблюдения, которая подключается либо по кабелю, либо по Wi-Fi. Но она уже идет на 5 мегапикселей. Это следующая модель. Она лучше. Внешне она выглядит ровно так же, как камера, которая висит на дачке у меня сейчас. Только там беленькая, а это черная. В принципе, внешне это все отличие. Такой же механизм, который крутится влево-вправо, вверх-вниз. Точно такое же расположение электроники, флешечка, кнопка сброса, все на месте. 2 антенки и кабель, который можно подключить камеру по LAN, и питание 12 вольт. Что интересно, дорогие друзья, в комплекте камера-то сама черная, а блок питания беленький. Вот продавцу на заметку, как делать не надо. Желательно, чтобы все было, конечно же, в один цвет. Как обычно, заглушечки, которые ставятся у нас вот на эти контакты, чтобы была хорошая изоляция, вода не проходила. И вот такие вот саморезики с дюбелями, на которые все это дело предлагается куда-нибудь крепить. На что еще хочу обратить внимание, отдельно от камеры я купил себе опять же вот такой вот переходничок. В одном из видео я про него вам рассказывал. Камеру я буду вешать данную на сарае, и она будет висеть достаточно далеко, как от розеток, так и от Wi-Fi. Боюсь, что мой домашний Wi-Fi до нее не добьет. Поэтому был приобретен вот такой вот переходничок. Так называемое PoE. Для чего это нужно? С одной стороны мы подключаем LAN кабель. Не тот. Подключаем LAN кабель и питание сюда. На выходе имеем сетевую розеточку 8-жильную. От нее мы протягиваем кабель до места, где у нас будет стоять модем и будет стоять блок питания. Питание. Мы включаем блок питания в розетку. Это в модем. И отсюда же опять пошел LAN. LAN приходит в LAN, и все это дело будет и питаться, и получать интернет-сигнал от сети. Вот таким вот образом все это будет работать. Поэтому через такой вот переходничок я попробую повесить камеру. И причем проводом мне придется протянуть примерно метров 45-50. Чтобы красиво все легло и незаметно. Вот проверим, как это будет работать. Но это уже ближе к лету. Еще, конечно, очень интересная тема. Как я уже говорил, у меня есть камера на 3 мегапикселя, на 5 мегапикселей, и на даче висит камера на 2 мегапикселя. Если вы посмотрите на страничке AliExpress продавца, данные камеры, конечно же, имеют разницу в цене, в зависимости от мегапикселей. 2, 3 и 5, есть еще модели по 8, они там вообще космических денег стоят. Причем разница между 5 и 2 мегапикселями почти в 2 раза. Поэтому очень интересно будет, конечно же, сравнить. И мы обязательно проведем сравнительные тесты. Я сравню все 3 камеры на одной картинке и посмотрим, а есть ли разница на самом деле между всем этим. Но это в будущем. Ждите. По внешнему исполнению, как я уже сказал, эта камера практически ничем не отличается от той, которая висит у меня на даче. Подробный обзор той камеры я оставлял здесь, можете посмотреть по ссылочке. Ну, а так, что можно сказать? Сама линза камеры, датчик освещенности, микрофон, 8 светодиодов, 4 из которых обычные и 4 инфракрасные,
С обратной стороны динамик, через который нам камера будет говорить. Все это дело крутится, смотрит вверх-вниз. Здесь у нас кнопка сброса и ставится флешка. Да и все. Теперь самое интересное. Давайте подключим эту камеру к нашей сети и посмотрим, как же она работает. Подробно про подключение, опять же, тут. Есть отличные, хорошие видео в данном плейлисте, как подключать и к компьютеру, и к смартфону эти вещи. Итак, перед подключением не забываем поставить в нее флешечку, иначе половина функций работать не будет. И включаем в розетку и подключаемся к ней. Итак, начнем с мобильного приложения. Данная камера у нас работает все же приложением ITCE, что очень удобно. Здесь у нас уже есть существующая камера, которая висит на даче. И сюда же мы подключим нашу новую камеру. Все будет в одном аккаунте. И это очень удобно. Приложение ITCE недавно обновилось, и у него появилось несколько новых интересных фич. Можно вот сверху в правом углу нажать экран с крестиком, и у нас будет сразу в онлайне несколько камер. Раньше этого не было. Но сейчас не об этом. Значит, подключаем нашу камерку на 5 мегапикселей к нашему приложению и смотрим, какие же здесь есть возможности. Сразу же на первой странице мы видим микрофончик, это обратная связь, динамик, опять же обратная связь с камерой по аудио, FHD или SD качество изображения. Здесь причем обратите внимание, что при качестве изображения SD у нас поток связи, вот сверху видно по цифрам, в районе 50 килобайт в секунду. Но стоит нам перейти на Full HD, как он прыгает уже на 600-700 килобайт в секунду. Поэтому обратите внимание, какого нужно качества интернет-сигнал, чтобы все это дело хорошо работало. Видите, даже до 1000 доходит. Это вам не шутки. Также сверху у нас есть кнопочка «Снять видео», «Снять фото». Это сразу в моменте с камеры. Вы зашли, увидели, что что-то не так, сразу можно видео или фото снять. И управление нашей камерой. Влево-вправо, вверх-вниз. Задать точку, круиз-контроль и автотрек. Если посмотреть по меню, то настройки основного меню полностью идентичны камере, которая идет в 2 мегапикселя. Здесь даже толку нет обо всем этом рассказывать, можете посмотреть то видео, там все подробно. Единственное, что продемонстрирую, это настройки управления памятью. Как видим, данная камера с легкостью кушает карточки в 128 гигабайт. Ставим и забываем. По охранным функциям, что можно сказать, точно так же присутствует умная охрана. Можно ставить Human Shape Detection, то есть камера стоит в режиме датчика движения, но реагирует только на фигуру человека. Или Human Shape Detection можно отключить. Тогда камера будет реагировать тревогой на абсолютно любые изменения в картинке. Будь то человек, будь то трясущийся от ветра куст, я не знаю. Все что угодно. В дополнительных настройках мы можем выбрать кодеки, которыми будет сжиматься видео непосредственно на флешке. H265X это самый сильный кодек на сегодняшний день, он лучше всего ужимает видео. И ради интереса, опять же, мы поставим наилучшее качество записи. Для этого мы зайдем в настройки записи. Длительность фрагмента у нас 5 минут. Качество поставим лучшее. И посмотрим, сколько на флешке у нас будет весить фрагмент в 5 минут видео. Заметил очень интересную особенность. Обратите внимание на две верхние картинки. Это камера 3 мегапикселя и 5 мегапикселей. У них между собой очень большое отличие в углу обзора. Если по горизонтали угол обзора схож, практически одинаков, вы можете видеть это от края телевизора до ноутбука, который лежит на диване, то по вертикали
камера в 5 мегапикселей ну просто максимально выигрывает камеру в 3 мегапикселя. Угол обзора почти в 2 раза шире. Видите, виден пол потолка комнаты и пол. Так вот, та же отметка на полу, и полностью отсутствует потолок в 3 мегапиксельной камере. Хотя камеры на столе расположены рядом друг с другом. К подсветке тоже не возникло никаких вопросов. Так мы видим изображение, когда работает инфракрасная подсветка. Напомню, там 4 инфракрасных светодиода. Все отлично видно. И давайте переключим камеру в режим прожектора. Выключается инфракрасная подсветка. Включается 4 обычных светодиода ярких. Как видим, вся комната тоже отлично освещена. Вопросов к подсветке нет. Теперь давайте подключим нашу камеру к программке CMS на компьютере. Зайдем в конфигурацию. И первое, что здесь нас интересует, это вкладка «Компрессия». Именно в ней мы кое-что проверим. Заходим в нее, и что мы видим? Да, в меню мы видим 5 мегапикселей. Продавец нас не обманул. Это, кстати, очень хорошая фишка по проверке камеры. Бывает, покупаешь камеру, заходишь сюда, а там 2 или 3 мегапикселя всего лишь написано. В нашем случае 5. Выбираем 15 кадров в секунду, максимум 16 при таком разрешении. Ставим качество наилучший. Вот будет очень интересно проверить именно размер видео при таком расходе. 5 мегапикселей, 15 кадров в секунду и наилучшее качество. И по второму каналу мы видим, что это обычное видео, которое идет, по-моему, 720 на 560. Он пишет его в реал-тайме. Зайдем в вкладочку «Службы». И здесь мы видим нужные нам полезности. У камеры уже есть встроенный DDNS, его можно настроить и по имени камеры находить ее саму в интернете. Это не относится к FTP-серверу нашего DDNS. Точнее, к DDNS нашего FTP-сервиса. Запомните это. Про это есть отдельное видео. И также есть нужные полезности в виде FTP. Она отсылает тревожные фото и видео на FTP. И email отсылает тревожные фото и видео на email адрес. Все, что нужно, в ней присутствует. Камера хорошая. А что касается размера видео, то заходим в записи, выбираем нужный нам канал, выбираем нашу камерку в 5 мегапикселей. И что мы видим? А видим мы то, что при качестве в 5 мегапикселей 15 кадров в секунду и наилучшем видео средний размер видео составляет примерно 150 мегабайт на 5 минут. Учтите это при выборе флешки. Сюда флешки нужно большие, если хотите отличное качество. Либо просто режем качество, да и все. Еще одна интересная проверочка. Распечатал на принтере страницу проверки зрения, и как вы можете видеть, я поставил ее над клеткой хомяка. Скриншот сделан непосредственно с камеры в режиме 5 мегапикселей. И давайте начнем приближать видео прямо по этому скриншоту. Таким образом мы сможем увидеть уровень детализации, который может выдать нам эта камера. Даже при огромном увеличении мы видим только первые 2 строчки. Дальше, к сожалению, мыло. А на этом скриншоте мы можем увидеть абсолютно всю техническую информацию по видео, которое нам выдает сама камера. Кодеки, разрешение, качество, битрейт и так далее. Как видео, так и аудио. Все в подробностях. Вот такая вот полезная вещица, дорогие друзья. Скоро мы повесим эту камеру у себя на даче и проверим, как же она себя покажет. Но я не сомневаюсь на самом деле, что покажет она себя отлично, потому что точно такая же камера, только предыдущая, назовем ее так, модель на 2 мегапикселя у меня висит на даче уже 2 года, пережила 2 зимы, пережила минус 25, минус 30, пережила ливни, грозы, жару. И, в принципе, все с ней хорошо.
а камерка покупалась на 2 мегапикселя за $22. И 2 года она служит вообще без проблем. Это, конечно, подороже. На 5 мегапикселей мне обошлось в районе $50. Я уже точную цену не помню. Но ссылочки на эту камеру, на камеру в 3 мегапикселя и на камеру в 2 мегапикселя я оставлю у себя в описании. И на переходничок. Обязательно не упустите этот момент. Переходничок и удлинитель к этой камере очень полезные аксессуары, которых, когда вы ее приобретете и соберетесь повесить, и у вас их не будет под руками, вы об этом пожалеете. Поэтому задумайтесь об этом заранее. Ну, а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!